С таким-то руководителем, наверное, можно чуть ли не горы свернуть. Уже 50 лет Microsoft обслуживает миллиарды пользователей и предлагает широкий спектр своих услуг. Наверное, это прям зазвучало как реклама, но не суть. Начиная от операционных систем, офисных пакетов и подсистем, заканчивая серверными решениями и продуктами облачной виртуализации. Компания, конечно же, строилась не сразу. За огромный промежуток времени нам стало интересно вспомнить и в каком-то смысле ознакомиться с продуктами, с которых Microsoft начинала свой путь. Далеко не Windows единым. В этом видео мы рассмотрим первые продукты компании и пройдемся по периоду рассвета данной корпорации. Присаживайтесь поудобнее, берите себе чай и печенье, досмотрите видео до конца, будет очень интересно. Перед основанием Microsoft у Билла уже была компания, целью которой было считывание необработанных данных с дорожных счетчиков трафика, создание отчетов для инженеров по дорожному движению и прочей автоматизации. Компания под названием TraffO Data была основана в 1972 году Биллом Гейтсом, Полом Алленом и Полом Гилбертом. Билл уже имел опыт в программировании, он написал в школе свою первую программу – крестики-нолики для компьютера Teletype Model 33. Позже он сдружился с Полом Алленом и вместе разработали программы для школьного расписания, за что в итоге получили благодарность от директора в виде чека на $500. Когда в их школе появился мейнфрейм PDP-10, то Билл с Полом предложили компанию-производителю сделку. Мы исправляем вам ошибки в системе, а вы даете нам неограниченный доступ к этому компьютеру. А как же появилась их первая совместная компания? В США часто проводили исследования по поводу дорожного трафика. Все подсчеты и результаты записывались на перфокарты. Города нанимали частные компании для перевода данных в человекопонятные отчеты, где инженеры на основе этих данных могли улучшать дороги и регулировать светофоры. Ребята предположили, что они могут обрабатывать такие данные быстрее и дешевле, используя тогда еще недавно вышедший в 1972 году Intel 8008. Только вот была одна проблема. Они не знали, как соорудить такой компьютер, обрабатывающий данные. Таким образом, они позвали Пола Гилберта для создания прототипа такого устройства, позволяющего обработать рисунки отверстий на бумажной ленте и переносить эти данные на компьютер. В этом же году данный микрокомпьютер был спроектирован и готов. Логотип компании был разработан братом Гилберта, а для тестирования ПО Аллен написал компьютерную программу, эмулирующую Intel 8008. Позднее необходимость в таких услугах со стороны госорганов отпала, в основном из-за юридических тонкостей, но компашка подзаработала денег и немного повеселилась. Всего лишь на $20 000, подумаешь. Аллен журналу Fortune дал такой комментарий, цитата: «Пусть TraffO Data не имел оглушительного успеха, он сыграл основополагающую роль в подготовке к созданию первого продукта Microsoft пару лет спустя. Мы научились моделировать работу микропроцессоров, поэтому мы могли разрабатывать программное обеспечение еще до того, как была создана наша машина». Конец цитаты. В 1975 году был такой журнал под названием «Популярная электроника». Пол Аллен в одном из тамошних выпусков увидел статью о новом персональном компьютере Altair 8800 от MITS. Это первый доступный массовый персональный компьютер, и в нем они увидели потенциал. И желание написать полноценный BASIC для него. Гейтс позвонил в MITS и заявил, что у него есть полностью рабочий интерпретатор, и в итоге руководство запросило у них демонстрацию работы данного софта. Окей, звучит круто, только есть два момента. Во-первых, у них не было даже и прототипа рабочей программы. И во-вторых, самого компьютера имелась только его эмуляция. Даже при таких обстоятельствах BASIC был сделан успешно, и выполнялся он безупречно. Как итог, MITS согласилась распространить их программу, продавая под названием Altair Basic. Продукт оказался невероятно успешным и еще раз доказал, что ПО как бизнес может быть выгодным делом. За свой проект ребята получали лицензионные отчисления, и 4 апреля 1975 года начинается история компании Microsoft. Компания в начале своего существования могла называться совершенно иначе.
Например, Аллен и Гейтс. Непривлекательно, да? А это был один из вариантов названия. Если предыдущее можно соотнести как что-то явно не связанное с техникой, то вариант Microsoft от слов микрокомпьютер и software, предоставленный Полом, вышел отличным. Да, название с дефисом, тут нет какой-либо ошибки. После выхода Altair Basic на одном из семинаров перфоленту с ней украли и скопировали любители тиражом в 50 штук. Грубо говоря, программу Билла спиратели. В ответ на это в конце 1975 года Гейтс опубликовал открытое письмо любителям, в котором он предостерег пользователей от нелегального копирования софта. Билл утверждал, что подобное пиратство препятствует написанию хорошего программного обеспечения. Цитата. «Ничто не порадует меня больше, чем возможность нанять 10 программистов и завалить рынок хобби хорошим программным софтом». Конец цитаты. Отклик сообщества был почти незамедлительным. Одни посчитали, что ПО должно идти в комплекте с компьютером, и это уже ошибка тактики Гейтса. Другие же засомневались в стоимости разработки – $40 000. В 1976 году компания Apple, рекламируя свой первый ПК, слегка подшутили над этим случаем, написав в своем буклете: «Да, ребята, Apple Basic бесплатен». В 1977 году Microsoft поставляет свой Basic компьютерам компании Apple и прочим производителям, а чуть позднее выпускает интерпретатор языка Fortran для микрокомпьютеров на системе CP/M. Если кто не имеет понятия, что такое Fortran, то это один из старейших языков программирования. Это все еще до известных C++ или Pascal. Fortran разрабатывался в течение 4 лет с сотрудниками компании IBM. CP/M в дальнейшем очень сильно сыграет свою роль в истории компании. Наступает 1980 год. В Microsoft приходит Стив Балмер, а компания IBM вовсю проектирует свой первый микрокомпьютер, что впоследствии положит начало эпохи PC-совместимой архитектуры, которую мы знаем по сей день. До этого компания занималась производством мейнфреймов и суперкомпьютеров для корпоративных клиентов и научных целей. IBM не придавала большого значения персональным компьютерам, и созданием первой модели занималось всего лишь 12 человек. На то время штат Microsoft был в 2 раза больше. А при чем тут они и CP/M? Для выпуска первого IBM PC в продажу было все готово, кроме одного момента – операционной системы. Разработка собственной операционки для компании тогда бы обошлась слишком долго по времени, а нужно было это все решить за пару месяцев. Начались поиски кандидатов на звание поставляемой системы. Первоначально IBM хотела выбрать именно CP/M в качестве операционки для своих ПК, однако сделка не состоялась. А Тим Паттерсон, сотрудник Seattle Computer Products, используя официальное руководство по CP/M, начал в свободное время разрабатывать альтернативу QDOS или же 86DOS. Название, кстати, расшифровывается как «быстрая и грязная операционная система». Его целью являлось устранение недостатков оригинала, добавление поддержки 16-битных процессоров и использование FAT как файловой системы. Пол Аллен, узнав о существовании альтернативы, позвонил Тиму и сказал, что они не против лицензировать его продукт. Годом позже Microsoft полностью приобретает все права на 86DOS у Seattle Computer Products за $50 000. Переименовывает его, выпускает для IBM под названием PC-DOS, и таким образом начинается история MS-DOS. Только, конечно, SCP позже подаст в суд на Microsoft за сокрытие факта сделки с IBM, но все было урегулировано компенсацией в $1 000 000. Перед тем, как мы пойдем дальше по нашему пути повествования, хочу предложить подписаться на канал и поставить лайк под этим видео. Вместе, как обычно, всегда интереснее, и таким образом вы поддержите меня как автора. Сейчас также хочу предоставить результаты опроса из прошлого видео на тему, как вы часто встречаете синий экран смерти. Новые опросы публикуются каждый ролик. Участвуйте, проявляйте активность и станьте частью сообщества. Окей, у нас уже имеется DOS, появились первые персональные компьютеры формата IBM PC, индустрия начинает расти стремительными темпами. Появляются DOS-приложения различной направленности, офисные приложения, файловые менеджеры, игры и так далее.
Платформа начинает жить. Думаете, Microsoft это как-то оставит на самотек? Конечно нет. Попутно с развитием DOS компания предпринимает попытку войти в офисный планктон. Звучит неплохо, но реализация оставляла желать лучшего. 1983 год для Microsoft знаменуется уходом Аллена из-за обнаруженной болезни и выпуском Microsoft Word 1.0. В то время уже присутствовали конкурентные программы по типу WordStar, но аналог Microsoft показался слишком сложным. Его интерфейс больше подходил тем же программистам, а не обычным людям или бизнесменам. На протяжении всей своей истории Microsoft были известны тем, что выпускали ПО, которое изначально было неудачным, но в конечном итоге с годами стало доминировать в своих категориях. Один из журналистов, пишущий в тот же Fortune, описал первый выпуск одного продукта как, цитата, «типично ненадежный, полный ошибок беспорядок Microsoft». Конец цитаты. В то время как другой заявил, что, цитата, «с самого начала Microsoft была печально известна тем, что производила неэлегантные продукты, которые часто являлись второсортными, и выводила их на рынок с большим отставанием от графика». Конец цитаты. Критики также отмечают, что успех Microsoft был основан не только на мастерстве разработчиков, но и на деловой хватке Билла Гейтса, которая сочетала в себе упорство, стратегический маркетинг и все больше с годами крайне агрессивную конкурентную тактику. И тут есть доля правды. На ум сразу приходит судебное разбирательство касаемо Internet Explorer и Netscape в 90-е, продвижение Windows Media Player в XP и прочие антимонопольные дела со стороны США и Евросоюза. Кроме DOS, мелкомягкие оставили свой след и в Apple. Нет, не открытым письмом к любителям, и Apple Basic бесплатен, а куда более неожиданным образом. Они иногда поставляли софт для Macintosh. Будущий Excel в виде Microsoft Multiplan, Word и тот же Basic. Благодаря графическому интерфейсу самого Macintosh, программами Microsoft на Mac было пользоваться куда приятнее и намного проще, чем в DOS-вариации. Учитывая тот факт, что, во-первых, графические интерфейсы, очевидно, с годами будут все только популярнее, во-вторых, сами ПК появляются все у большего числа людей, и в-третьих, существуют другие продукты и графические оболочки для DOS по типу Vision, Microsoft нужно было как-то ответить. Разработка собственной оболочки началась почти сразу после выпуска первого IBM PC-DOS, а в 1983-м один из сотрудников разрабатывает прототип под названием Microsoft Window Manager Demonstration, и позднее подобное дается как демка в одном из выпусков журнала Byte. В 2022 году была найдена дискета, подписанная как Microsoft Window Manager Demonstration версия 001. Но внизу присутствовала надпись «Только для внутреннего использования. Не копировать». Нашедший такую дискету позже написал, что данная дискета была размагничена до такой степени, что восстановление данных невозможно. Намеренно ли она была уничтожена или так исторически сложилось, неизвестно. Во время разработки оболочку хотели назвать как Microsoft Desktop, но PR-отдел компании предложил вариант чуть лаконичнее – Windows. Релиз переносили несколько раз, и как только это вышло на публику, то отзывы были смешанные. Одни заявляли, что данная операционка была очень медленной, и DOS все еще лучше. Другие же увидели в ней потенциал и ждали новых версий. Третьи заявили вообще необходимости докупать оборудование для работы с этой ОС, что пока было невыгодно. Windows 1.0 имеет в себе первую реализацию панели управления, блокнот и Write, игру реверсии, Paintbrush, часы, а стартовым местом здесь служит файловый менеджер. DOS-овские приложения здесь запускаются в отдельном окне, перекрытие окон недоступно, хотя некоторые программы умеют в эту фишку. Тем временем IBM уже вовсю вела разработку собственной ОС, OS 2. Новая система должна избавиться от лимитов 640 килобайт по сравнению с DOS и реализовать адекватную многозадачность. В середине 80-х IBM и Microsoft заключили соглашение о совместной работе над OS 2. И в чем же заключалось их партнерство? Было четкое распределение обязанностей. IBM проектирует саму систему, решает вопросы аппаратной совместимости и составляет документацию.
Microsoft уже поручалось работать над интерфейсом, ядром и драйверами. В один период OS 2 была очень сильно похожа на Windows 2.0, хотя изнутри это совершенно разные операционные системы. Однако к началу 90-х начали возникать разногласия. IBM развивала свою OS как стратегическую платформу для определенных целей, а Microsoft тем временем целилась на обычных пользователей и упрощение любых задач, делая ставку на Windows. После выпуска 3.0 сотрудничество было прекращено, а все свои наработки для OS 2 мелкомягки возвели в другой проект под названием Windows NT, что расшифровывается как New Technology. В 1987 году выходит Windows 2.0. Исправление ошибок прошлого, создание багов будущего и просто новый функционал. Самое заметное изменение — это новый дизайн окон и возможность их перетаскивания. Кроме того, в дальнейшем Windows начал поддерживать процессор 80386 и его защищенный режим. Вторая винда уже кое-как пользовалась какой-никакой популярностью и однажды попала в скандал с нарушением авторских прав на графический интерфейс. От Apple. Apple утверждала, что внешний вид и поведение Macintosh в целом защищены авторским правом, и Microsoft нарушает это право, как минимум используя значки в Windows 2.0. Абсурдный конфликт, очевидно, закончился в пользу последних, так как в кавычках скопировано было не все. Существовала и русская локализация этой версии, конечно же неофициальная, но местами забавная и интересная. Первой официальной русскоязычной Windows стала 3.1. Чтобы перейти к следующему вопросу, нам нужно вернуться в 2025 год. Огромное количество интернет-сервисов на все случаи жизни и подписочные системы, кажется, стали нормой. Microsoft имеет в себе огромное количество сервисов разной направленности, как своих в виде Microsoft 365, Azure или OneDrive, так и приобретенных в виде LinkedIn и GitHub. И каким образом компания поняла, что ей нужно начать покорять интернет? До середины 90-х они никак не обращали внимания на интернет, считая его нишевой вещью. Гейтс и остальное руководство считали, что будущее будет за CD-ROM и частными сетями типа AOL. Интернет им казался медленным и своего рода хаосом. Но все изменилось с публикацией служебной записки «Интернет-цунами» в мае 1995-го. Где Билл таки признал, что интернет — это, цитата, «самое важное развитие со времен IBM PC, и Microsoft должна срочно перестроить свою стратегию». Конец цитаты. И как вы думаете, все начало быстро меняться. С выпуском Windows 95 официально проходит презентация аналога AOL под названием The Microsoft Network, или же MSN, и браузера Internet Explorer. Первый являлся новостным агрегатором и поставщиком сервисов, наподобие Mail.ru и Onliner, и целым диалог-провайдером, услуги которого, на удивление, предоставляются и сегодня. Стоп, за сколько? Название MSN позже было распространено и на другие сервисы Microsoft: Messenger, Hotmail, Погода, новости и прочие социальные сервисы. Позднее часть MSN отошла под новый бренд Windows Live, а он, в свою очередь, превратился в Bing. Второй же является легендарным и не нуждающимся в представлении браузером, породивший сильную конкурентную борьбу с Netscape. И судебный процесс, где корпорации пришлось объясняться за тесную интеграцию ишака с виндой, ее смысл и реальную необходимость для пользователя. Не сервисами едиными были и попытки сделать инструменты. Самыми известными можно назвать VBScript, JScript, ActiveX и Silverlight. Часть из них давно забыта и ушла в историю, а другая каким-то боком осталась по сей день. VBScript, например, был обычным Basic, но для веба, а Silverlight пытался в свое время заменить Flash от Adobe. ActiveX был, скорее всего, просто платформой для других плагинов, ведь через него, например, работал тот же Flash. А JScript был диалектом JavaScript, и он был создан исключительно из-за того, что Microsoft не хотела иметь дел с лицензионными отчислениями за название или авторские права. А как Microsoft пошла в игры? На этот вопрос уже ответит нам другой человек.
В 90-х видеоигровой рынок оправился от краха Atari, в первую очередь благодаря Nintendo. Ее модель сертификации игр сыграла значительную роль в возрождении домашних игровых консолей. Как раз некачественные игры и погубили Atari в свое время. Компьютерная индустрия видеоигр также не стояла на месте. Сначала появился Commander Keen и Dangerous Dave, затем Wolfenstein и Doom, предложившие игрокам сначала лабиринты катакомб Германии времен третьего сами знаете чего, а потом по инопланетным структурам фантастических тварей. Кульминацией стал Quake с его полноценной 3D-графикой. Microsoft не могла оставаться в стороне. Ее основатель Билл Гейтс активно продвигал 95-й форточки как платформу для игр, и тот на одной из конференций даже представился игроком в Doom. В 1995 году появляется DirectX. Он, по сути, стал стандартом для игроделов, ибо тот поддерживал аппаратное ускорение и почти сразу же получил признание и поддержку от всех игроков и разработчиков железа и игр. Он был прост, поддерживался нативно в винде и, самое главное, работал со всеми тогдашними видеокартами, кроме 3DFX, конечно. Тот пытался продвинуть свой стандарт Glide API, правда он довольно быстро сдулся в пользу того же DirectX. Тот и по сей день обновляется и поддерживается не то чтобы большинством, а всеми играми, наравне с OpenGL и относительно новым Vulkan. Microsoft также вкладывается в свое игровое подразделение, иногда выкупая различные студии, благодаря чему на винде есть хорошее число эксклюзивов, например, игры серии Halo или Forza. Под конец 90-х Microsoft решается на создание игровой консоли для конкуренции с Sony, и в том числе для улучшения внутренности DirectX. В 2001 году рождается консоль Xbox, и несмотря на небольшое количество продаж в сравнении с PlayStation 2, тот завоевал огромную базу игроков, удивив их онлайновыми возможностями. Кстати, если поподробнее хотите узнать про первый Xbox, то видео про него у меня есть на моем основном канале. В 2005-м Microsoft выпускает Xbox 360, ставший мега популярным не только за рубежом, но и в странах бывших советских республик. Конечно, запуск успехом не увенчался, помешали 3 огня смерти. Но игрокам приставку меняли бесплатно, а с новыми ревизиями эта проблема быстро ушла. Конкурент в лице Sony, между прочим, страдал от схожей проблемы. Xbox 360 и сейчас продолжает радовать многих геймеров во всех смыслах этого слова. На нем все еще официально поддерживаются онлайн-сервисы, а Microsoft специально не закрывает уязвимости консоли, позволяющих пиратить игры. С 2013 по 2020 год выпускался Xbox One и его различные модификации. Консоль перестала ограничиваться одними играми, и на ней можно теперь было смотреть различные онлайн-кинотеатры и интернет. А с 2020 можно купить Xbox Series, выделяющийся среди остальных конкурентов своей мощностью и одновременно компактностью. В общем-то, Microsoft нехило так захватил игровой рынок. Не только своим доминантным положением на рынке компьютеров, но и благодаря своим игровым студиям и техническими достижениями. Без DirectX мы бы никогда не увидели игры на винде. И что в итоге? В качестве итога могу сказать, что пусть я не согласен с некоторыми действиями компании, особенно последними, такие как сокращение штата, обязательное использование ИИ и прочие конфликтные моменты, которые могут доходить аж до срыва презентации, компания за всю свою историю неоднократно показывала, что она очень гибко умеет перестраиваться под потребности современного мира и пользователя, и порой даже обгонять время. Гнула свою линию с Windows, пусть даже получала множество исков, хотя тот же IE действительно не нужно было всем пихать. Однако у этого есть и другая сторона медали. Благодаря такой интеграции уже в конце 90-х люди активно сидели в интернете, ведь зайти в него было просто как 2 пальца. Как бы кто в Microsoft не плевался, не предъявлял претензии, компания очевидно оставила свой след в истории, как в компьютерной индустрии, так и в потребительской среде. А что вы думаете об этом? Даже интересно, какие продукты Microsoft вас больше всего устраивают, и наоборот, не нравятся и раздражают? Пишите свои мнения в комментарии. На этом пока все. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Вместе интереснее. Огромное спасибо за просмотр и благодарю неравнодушных людей за поддержку канала.
До новых встреч и хорошего настроения, дорогие друзья!